В день свадьбы родители невесты унижали мать жениха за то, что она работает уборщицей. Но когда она раскрыла свой свадебный подарок, все обомлели. Питер был взволнован, когда ехал в дом своей невесты, где родители его жены наконец-то встретятся с его матерью. Для молодого человека этот ужин стал еще одним важным шагом на пути к свадьбе, которого он и его будущая жена Эмили ждали с нетерпением. Его мать Томаса, женщина средних лет с мягким и скромным выражением лица, разделяла ту же радость, радуясь тому, что ее сын женится. «Они тебе понравятся, мама. Они действительно хорошие люди, хотя и немного мелочны», — сказал Питер. Эмили всегда очень любила свою свекровь, восхищаясь ее простотой и добротой. С другой стороны, ее родители, всегда заботившиеся о внешнем виде и статусе, очень хотели познакомиться с матерью своего зятя, но у них были совсем другие ожидания. Вечер обещал быть незабываемым, но не по тем причинам, которых ожидали жених и невеста. Как только Томасу представили родителям девушки, настроение изменилось. Первые вопросы были вежливыми, но вскоре беседа приняла неприятный оборот. «А чем вы зарабатываете на жизнь, Томаса?» — с любопытством спросил отец невесты. Не колеблясь, скромная женщина гордо ответила. «Я уборщица в университете. Я работаю там уже много лет, и мне действительно нравится то, что я делаю». В комнате повисло неловкое молчание. Супруги разочарованно переглянулись, явно не одобряя профессию матери своего нового зятя. Эммили, почувствовав напряжение, попыталась сменить тему, но ее усилия были напрасны. «Видишь ли, мы ничего не имеем против тебя, Томаса. Просто мы надеялись на что-то большее для нашей дочери», прокомментировала мать с таким презрением, что бедная уборщица почувствовала себя униженной. Она посмотрела на них немного расстроенно и сказала: «У моего сына впереди блестящее будущее. Ваша дочь, безусловно, в хороших руках». Родители невесты, пытаясь сгладить ситуацию, быстро добавили: «Просто мы родители. У нас есть свои переживания». Ужин, который должен был стать праздником, превратился в напряженное и неприятное мероприятие. Томаса чувствовала себя не в своей тарелке, задаваясь вопросом, не является ли само ее существование препятствием на пути к счастью ее сына. На обратном пути, после ужина, который закончился неудачей, Питер извинился перед матерью за поведение своего тестя. Мать со своим обычным смирением печально улыбнулась и ответила: «Не волнуйся, сынок, что действительно важно, так это твоя любовь к Эмили. Ты женишься на ней, а не на ее родителях». Томаса всегда была женщиной простых принципов. Она одна воспитывала своего сына после того, как ее муж умер при родах. Несмотря на трудности, она стремилась обеспечить сыну достойную жизнь, всегда усердно работая уборщицей. Ее мир вращался вокруг Питера, и эта бедная женщина делала все, что могла, чтобы у ее сына было хотя бы самое необходимое. Благодаря преданности своему делу и поддержке матери мальчик вырос умным и решительным молодым человеком. Он получил стипендию в известном университете, где познакомился с Эмили, дочерью преуспевающих родителей. Они не были миллионерами, но у них была комфортная жизнь и определенные социальные требования. Эмили была очень скромной, в отличие от своих родителей, и не заботилась о богатстве или лишних вещах. Она просто хотела вечно жить со своим возлюбленным. Когда они, наконец, назначили дату, Томаса была в таком же восторге, как и ее сын. Однако она и представить себе не могла, что встреча с родителями невесты будет полна грубостей и неприятных комментариев из-за ее профессии. Воспоминание о том ужине навсегда запечатлелось в памяти уборщицы. Томаса не могла забыть выражение презрения на их лицах, когда она рассказывала, в чем заключается ее работа. Еще одна вещь, которая расстроила ее, это когда они заговорили о свадебных подарках. «И какой же грандиозный подарок ты собираешься им преподнести, Томаса?» — спросили родители невесты,
подразумевая, что любой ее вклад в организацию свадьбы будет незначительным по сравнению с тем, что они сами могли бы предложить. В последующие дни женщина грустила, чувствуя себя униженной и неуверенной в себе. Она знала, что свадьба будет пышным торжеством, на которое родители Эмили выделят значительные финансовые средства. Что она, простая уборщица, могла предложить такого, что соответствовало бы празднику? Бедняжка проводила бессонные ночи, думая о том, что она могла бы сделать для свадьбы своего сына. Она хотела показать свою любовь и гордость за Питера значимым образом. В эти минуты размышлений в ее голове появилась идея, нечто уникальное, что только она могла предложить этой паре и что очень понравилось ее сердцу. «Надеюсь, им это понравится. Для меня это очень важно», — пробормотала она. Наконец настал важный день, и свадьба должна была стать интимным и значимым событием, как того хотели Питер и Эмили. Предполагалось, что праздник будет небольшим, всего с несколькими близкими друзьями и их родителями. Однако, когда молодожены прибыли на место проведения церемонии, их ждал неприятный сюрприз. Простое мероприятие, которое они выбрали, превратилось в зрелище роскоши. Они быстро обнаружили, что родители девушки вмешались и наняли свадебную команду, чтобы все устроить. Вместо интимного мероприятия они сделали большую экстравагантную церемонию. «Это наш подарок тебе, дорогая. Свадьба, достойная принцессы», — с гордостью объявили они. Эммили, раздраженная и расстроенная, увидела, как ее мечта о чем-то простом и личном исчезает у нее на глазах. Жених, понимая, насколько расстроена его возлюбленная, попытался ее успокоить. «Все в порядке, милая, это все еще наш день. Важно то, что мы вместе», — сказал Питер. Тем временем прибыла уборщица. Она приехала на место проведения свадьбы в самом лучшем платье, которое только смогла найти. Как только женщина переступила порог этого места, она была очарована красотой, совершенно не подозревая о том, что это дело рук родителей невестки. Ее лицо светилось от счастья, ей не терпелось увидеть, как женится ее сын. Однако ее радость была быстро омрачена поведением родителей невесты. «Послушайте, миссис Томаса, мы за все это платим. Это прекрасно, не так ли? А что вы привезли для молодоженов? Надеюсь, это не швабра с ведром?» Усмехнулись родители Эмили, вызывая смех у гостей, которых они сами пригласили. Женщина почувствовала себя униженной. Ее щеки вспыхнули от смущения. Но уборщица сохранила спокойствие, стараясь не позволить их насмешкам испортить радость дня. Поэтому вместо того, чтобы опустить голову, Томаса ответила с такой грацией, что всем присутствующим стало немного не по себе. Она говорила искренне, показывая свою истинную сущность и заставляя некоторых гостей чувствовать себя неловко из-за собственного мелочного поведения. Затем она добавила, что ее подарок будет доставлен позже, поскольку он имеет большую эмоциональную ценность, и она предпочла бы вручить его жениху и невесте после церемонии, чтобы все внимание было сосредоточено на них. Это только еще больше разозлило невежественных родителей Эмили, которые во что бы то ни стало хотели высмеять бедняжку. Церемония состоялась, но родители невесты все еще пытались затмить уборщицу. Во время произнесения тоста они снова начали дразнить ее. «Итак, миссис Томаса, где ваш очень ценный подарок для наших детей? Нам любопытно, раз уж вы сказали, что это так важно». Столкнувшись с такой ситуацией, Питер вмешался. «Мама, не волнуйся. Твое присутствие здесь — наш самый большой подарок». Эмили также выразила свою признательность, сказав: «Я люблю вас как мать, Томаса. Мы будем очень рады всему, что вы нам подарите. Не обращайте внимания на моих родителей». Слова невесты явно смутили ее родителей, потому что они не могли смириться с тем, что она уважала и любила свою свекровь. Затем женщина вышла на минутку и вернулась с огромным свертком. Всем сразу стало любопытно.
Она подошла к жениху и невесте со своим подарком. Гости с изумлением наблюдали, как женщина вручила им большую, тщательно завернутую картину. Когда Питер и Эмили развернули подарок, то увидели картину с изображением леса, безмятежный и приятный пейзаж, который излучал спокойствие. Это была не просто картина, но грубые родители невесты поспешили выразить свое презрение. Это была картина. Боже мой, Томаса, вы серьезно? Однако, что их по-настоящему поразило, так это подпись в углу картины, которую они заметили, только подойдя поближе. Родители девушки чуть не упали в обморок, когда узнали имя художника — Анри де Лакруа. Эта подпись превратила картину в чрезвычайно ценное и известное произведение искусства. Питер был в восторге, потому что он вырос, зная, что эта картина, висевшая в комнате его матери, была единственной вещью, которая осталась у нее от бабушки и дедушки, людей, которые ее вырастили. Когда родители Эмили услышали слова Томасы, они быстро подошли к картине с выражением шока и недоверия на лицах. «Где вы его взяли? Что значит, оно принадлежало вашей семье на протяжении нескольких поколений?» — воскликнули они, почти не веря своим глазам. Эмили тоже была ошеломлена, глядя на картину и на свою свекровь, поскольку она выросла в богатой семье и разбиралась в искусстве, поэтому знала, что картина стоит целое состояние. Воцарившаяся тишина была тревожной, все в комнате ждали объяснений. Томаса, сбитая с толку внезапной реакцией, начала рассказывать историю, стоящую за картиной. Она объяснила, что полотно было написано ее предком, французским художником, чье имя она едва могла вспомнить. Бабушка рассказывала Томасе, что ее прадед был художником. Именно тогда родители невесты раскрыли истинную значимость того, что только что сказала Томаса. «Ваш прадедушка Анри де Лакруа?» — спросили они дрожащими от волнения голосами. Томаса кивнула, все еще немного ошарашенная, так как не понимала важности того, что ей рассказали. Даже другие состоятельные гости, знакомые с историей искусства, были ошеломлены. Оказывается, Анри де Лакруа был известным художником, чьи работы с годами терялись, становясь чрезвычайно ценными и желанными. Ходили слухи, что наследники де Лакруа так и не были найдены, а его утраченные работы считались сокровищами в мире искусства. Родители Эмили, которые всего несколько минут назад высмеивали Томасу, теперь столкнулись с невероятным открытием. Скромная уборщица на самом деле была потомком одного из самых известных художников в истории Франции. Это открытие стало шоком для всех, особенно для них самих, которым было глубоко стыдно за свое предыдущее поведение перед кем-то, кто, вероятно, был гораздо богаче, чем они. Жених и невеста посмотрели друг на друга, разделяя чувство понимания и восхищения Томасой. Родители Эмили попытались взять себя в руки, извинившись перед уборщицей и обращаясь с ней хорошо, понимая, что сейчас они разговаривают с кем-то очень влиятельным. После удивительного открытия, сделанного на свадьбе, Томаса и Питер углубились в изучение своей родословной и обнаружили, что на самом деле они принадлежат к потомкам Анри де Лакруа. Это открытие не только подтвердило подлинность картины, но и показало, что на имя его наследников было записано значительное состояние. Вопреки всем ожиданиям, мать и сын внезапно оказались наследниками невообразимого богатства. Несмотря на внезапное изменение своего финансового положения, женщина решила сохранить работу уборщицы. Ее решение многих удивило, но для нее работа всегда была чем-то большим, чем просто источником дохода. Родители Эмили, с другой стороны, резко изменили свое отношение к уборщице после этого откровения. Они пытались польстить ей, возможно, надеясь на долю наследства или просто стыдясь своего прежнего поведения. Однако Томаса держалась на расстоянии, обращалась с ними вежливо, но не поддавалась на их попытки сблизиться.
Ее внимание было сосредоточено на сыне, невестке и внуках, которые скоро должны были появиться на свет. Со временем уборщица и ее невестка сблизились, и их отношения стали почти как у матери и дочери. Томаса была рядом, чтобы поддержать ее в каждый важный момент, проявляя ту же любовь и привязанность, которую она всегда проявляла к Питеру. Семья этой простой женщины выросла с появлением множества внуков, наполнивших ее жизнь радостью и волнением. Она любила проводить с ними время, рассказывая им истории об увлекательной жизни своей семьи и художественном таланте своего предка Анри де Лакро. Каждая история была жизненным уроком, который учил их смирению, трудолюбию и важности сохранения честности независимо от обстоятельств. Она знала, что, несмотря на все деньги, доставшиеся ей в наследство, настоящим богатством в ее жизни были люди, которые любили ее и к кому она относилась всем сердцем. Уборщица доказала, что величие человека измеряется не его богатством, а размером его сердца и глубиной его характера, потому что смирение и честность — это сокровища, которые нельзя купить ни за какие деньги. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Томмасы? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.